Всем привет! Вы на YouTube канале Аксель Франк. И сегодня у нас ролик про лебедей. А давно не было ролика чисто про лебедей. Так что давайте. Сегодня будет два сюжета. Первый сюжет, как я попал в одну ситуацию. Они меня запрут на пирсе. Будет такая, очень близкие съемки. Просто будут кормление с руки. В общем, я вам покажу, как делать не надо. Эти все, я их яйцами видел, они у нас на участке вылупились, выросли, с родителями мы тоже давно знакомы, всякое бывало, и спасали их. Соответственно, у нас некоторые тесные отношения такие, свои. А человеку чужому вот в такой ситуации, конечно, бы совсем не поздоровилось. Это будет первый сюжет, а второй сюжет будет буря и поведение лебедей во время бури. Брюкать будем. Мы с вами увидим, как родители будут действовать быстро и решительно, с целью обезопасить птенцов во время бури. Итак, давайте, смотрите, они пошли по пирсу, по идее они должны были снизу, там где лодка стоит, на воду спуститься, кормить их надо в воде, корм бросаю в воду. Но они пошли по пирсу. Я по ступенькам спустился к воде, пониже, но дальше мне идти уже некуда, дальше уже вода. А я им расчистил возможность, пожалуйста, прыгайте. Молодой раз прыгнул, сейчас второй молодой, тоже прыгнул. Они, по идее, должны спрыгнуть в воду, я их покормить и все. Но папа у нас немножко упертый, говорит, что это я буду в воду прыгать. И проблема в том, что остался один молодой наверху на пирсе. Я недавно опубликовал шортс, там была ситуация такая же, но все семейство было снизу в воде, а один папа был на пирсе. Я просто поднялся, рядом с ним стал, и дал ему такого дружеского пендаля. Похоже, товарищу помочь надо. Давай, я выйду сюда. Так, сейчас легкого пинка ему. Очень аккуратно, конечно. И он прыгнул в воду. Но сейчас так уже не получится, потому что там стоит молодой птенец. И то есть мне сейчас начать подниматься и идти к птенцу, это будет расценено и папой, и особенно мамой, как слишком рискованное, как некоторая агрессия возможная против их ребеночка. Поэтому, конечно, особо на меня нападать они не будут, но это скорее будет шоком, стрессом для них, и это не будет хорошо для наших с ними отношений. Поэтому вариант мне подняться, им помочь им спрыгнуть в воду, в этот раз не проходит. Соответственно, я даю ему из банки, тебе из банки поешь, и ему говорю, все вкусное там снизу, а там и утки, и эти птенцы, все наяривают, только шум стоит. А ему очень хочется, ему очень горошки нравятся, молодой сидит, смотрит, и папа нервничает. Хороший. Он нервничает, а у меня план какой, все горошки отдать, чтобы кончились. А потом у меня есть кусок хлеба. Кусочек хлеба у меня есть на всякий случай. И я их бросаю в воду, и этот за хлебом уже пошел. Они хлеб любят, конечно, гораздо больше, чем этот сухой корм. Но хлеб им не очень полезен. У меня есть видео, я рассказываю про кормление хлебом. Ничего особо такого, если соблюдать правила, если свежий хлеб и в небольших количествах, то нормально. Они, конечно, дают черствые плесневелые корки, естественно, это вредно. Как видите, ситуация разрядилась. Они спрыгнули в воду, покушали, и обошлось все нормально. А сейчас это буквально съемка через час, через 40 минут после предыдущей. Мы с вами в горах, в Альпах, и здесь такая буря налететь может моментально. Налетит там полчаса, максимум час, все, потом нет, опять солнце светит, все успокоилось. Такие грозовые бури. Может дождь пойти, может не пойти. В этот раз пошел там дождь, хорошо полило все, как раз в жару полезно. Но дует очень сильный ветер, порывами такими очень конкретными, все летать начинает.
и поднимается волна. На озере поднимается волна, вы видите, вон барашки пошли белые. Вот. И тут ситуация. Ситуация, там птенцы, они по ту сторону лодки, уже в сторону озера, птенцы как бы оказались ближе к открытой воде. А родители там, ну, видели, со дна что-то доставали, не знаю, чем уж они там занимались, но родители этот момент как-то упустили. Вот. А ветер усиливается, волна усиливается, соответственно, вот смотрите, и птенцов начинает относить как-то, вот они оказались сами по себе, вот на фоне бури, сами по себе, вот смотрите, и вот там идет такое усиление. И вот, первая там мама, вот крыльями замахала, то есть ее задача отсечь их от открытой воды. Вот, второй пошел, второй. Вот, они просто отсекли птенцов, вот как бы прижали их к берегу, ну, взяли ситуацию под контроль. И все, потом они прекрасно болтались там на воде, там ветер, волна, это как бы никакого значения, в общем-то, для лебедя не имеет, лебедь, он не тонет. Вот. Но родители все держали под контролем и были спокойны. А что дальше? Просто среди зрителей есть многие, кто не очень давно подписался. У меня на канале уже, наверное, 3 поколения, ну, 3 выводка лебедей просто полностью показаны. Вот, начиная гнездо, яйца, и потом вот все этапы. Там обучение полетам, полеты сами. Ну, этап, когда родители изгоняют детей. То есть все это на канале есть. Если вы интересуетесь жизнью лебедей, если вас интересует эта тема, вот посмотрите, у меня уже, наверное, под больше 200 точно роликов с самыми различными, так сказать, сюжетами про лебедей. И вот сейчас у них вот такой возраст, что где-то через месяц они начнут учиться летать. То есть у них сейчас отрастают крылья, пока крылышки еще маленькие. Вот. А пока еще, конечно, рано, но где-то через месяц они очень быстро растут. Вот. И у них уже появятся крылья достаточно, чтобы летать. Вот. Будет происходить обучение полетам. Ну, все это делается под то, чтобы осенью как бы улететь на юг. То есть птенцы должны быть готовы к осеннему перелету. А в нашем случае осеннего перелета не будет, так как лебеди вот с нашего озера, как правило, зимуют здесь же. Ну, иногда бывает отлетают недалеко на речку Драуна соседнюю. Ну, вот видите, ветер такой. Вот. Но куда-то далеко на юг не летают. Вот. А чаще просто зимуют на озере. У меня есть множество вот зимних сюжетов, как лебеди выдерживают зиму, морозы, как они вот переносят все это. Соответственно, потом начнется, ну, как вы понимаете, весной, там март, это уже новая кладка. Ну, если они не пропускают сезон, то у них опять новое гнездо, яйца и так далее, так далее, так далее. А, соответственно, до этого птенцы предыдущего выводка должны как бы быть освобождены. И там наступает этап, когда родители прогоняют детей. Все это очень интересно смотреть. Подписывайтесь на канал, поставьте лайк и пока-пока.